Знаете, в кино и сериалах судебная экспертиза — это какая-то магия, да? Специалист в идеально белом халате, пара кликов по клавиатуре, и вот она, решающая улика. Дело раскрыто. Но в реальной жизни все, конечно, куда сложнее и, скажем так, методичнее. Давайте же разберемся, как на самом деле устроен этот важнейший процесс, который лежит в основе всего правосудия. Так как же это происходит? Как какой-нибудь едва заметный след с места преступления превращается в то самое весомое доказательство, которое звучит в зале суда? Давайте пройдем этот путь от самого начала и до конца, чтобы понять, что же на самом деле скрывается за кадрами крутых детективных сериалов. Ну что ж, давайте по порядку. Прежде чем погружаться во все эти захватывающие детали, нужно понять саму суть. А для чего вообще нужна экспертиза? Какова ее фундаментальная цель? Вот вам формальное определение. Звучит, может быть, немного сухо, но здесь есть одно ключевое, просто супер важное словосочетание — процессуальное действие. Что это значит? А то, что это не просто какое-то исследование в тишине лаборатории из любопытства. Нет. Это официальная процедура, которая очень строго регулируется законом, и назначить ее может только следователь или суд. А эксперт — это тот самый человек со специальными знаниями, которых нет у обычных людей. И вот тут начинается самое интересное. Многие думают, что экспертиза нужна только для поиска преступника, но ее цели намного шире. Конечно, идентификация людей и предметов — это одна из главных задач. Но кроме этого, эксперты буквально восстанавливают картину события, как именно все произошло, что было причиной, а что следствием. Иногда они даже реконструируют, как выглядел поврежденный объект до происшествия, или, скажем, оценивают сумму ущерба. Так, теперь давайте поговорим о тех, кто всем этим занимается. В юридической практике есть два термина, которые постоянно путают — эксперт и специалист. Звучит похоже, согласитесь, но на самом деле разница между ними просто принципиальная, огромная. Итак, запоминаем. Эксперт — это официальное лицо в процессе, его назначает суд или следствие специальным постановлением, и его главная задача — провести полноценное исследование и подготовить формальный документ — заключение. И это заключение — самостоятельное доказательство по делу. А вот специалист играет совсем другую роль. Его, скажем так, приглашают помочь, проконсультировать. Ну, например, он может помочь следователю правильно изъять какие-то сложные улики на месте преступления. Или подсказать, как лучше сформулировать вопросы для будущего эксперта. То есть его помощь, она вспомогательная. Вот эта таблица очень наглядно все показывает. Смотрите, эксперт проводит исследование и дает заключение, которое является доказательством. Специалист просто консультирует, и его мнение — это, по сути, лишь справка, справочная информация. И вот он самый главный момент. Задачу ложного заключения эксперт несет уголовную ответственность, уголовную, а специалист за свое мнение нет. Чувствуете разницу в статусе и ответственности? Итак, с тем, кто есть кто, мы вроде разобрались. Теперь давайте посмотрим на сам маршрут. Как вопрос, который родился в голове у следователя, в итоге превращается в толстый том научного заключения. Нужно понимать, что судебная экспертиза — это не какая-то одна наука, это целая вселенная специальных знаний. Масштабы, честно говоря, просто впечатляют. Сейчас сами в этом убедитесь. Ну, начнем с классики жанра, которую все мы знаем по детективам. Кто написал ту самую анонимку? Этим занимается почерковедческая экспертиза. Чьи отпечатки пальцев на ноже? Это работа для дактилоскопии. Как именно взломали сейф? Разберется трассология. А из какого оружия стреляли? Это уже вотчина баллистики. А теперь переместимся в мир высоких технологий. Конечно же, это анализ ДНК. Сегодня это просто золотой стандарт криминалистики. Рядом судебно-медицинская экспертиза, которая отвечает на самый главный вопрос — от чего умер человек. Если был пожар, его причины ищет пожарно-техническая экспертиза. Ну и куда же в нашем мире без компьютерной криминалистики, которая вскрывает все цифровые следы? Но это еще далеко не все. Экспертизы работают и в экономике, распутывая сложнейшие финансовые махинации. Они помогают защищать интеллектуальную собственность. И даже, представьте, анализируют слова, когда лингвисты ищут в текстах какие-нибудь скрытые угрозы или оскорбления. В общем, спектр экспертиз огромен. Сам процесс назначения — это строгая формальная процедура, никакой самодеятельности. Сначала следователь или суд решает, что без экспертизы не обойтись. Затем выносится официальное постановление, где очень четко прописаны вопросы к эксперту. Всех участников дела, и обвиняемого, и его защиту, обязательно с этим постановлением знакомят, и только после всей этой бумажной работы материалы дела официально передают эксперту.
А бывают ситуации, когда закон просто не оставляет выбора. Он прямо предписывает, экспертизу провести обязательно. Например, чтобы установить причину смерти, если есть хоть малейшие сомнения. Или когда нужно определить психическое состояние обвиняемого, был ли он вменяем. Ну, или чтобы установить возраст человека, если у него нет никаких документов. В таких случаях обойтись без эксперта просто нельзя. Ну, хорошо, допустим, экспертиза проведена, заключение с печатями и подписями готово. Оно попадает в суд. И что дальше? Значит ли это, что все решено и заключение эксперта — это окончательный вердикт? И вот сейчас мы подошли к самому ключевому моменту во всей этой истории. Какую же на самом деле силу имеет слово эксперта в зале суда? Может ли оно в одиночку решить исход всего дела? А вот и ответ. И этот принцип — просто основа основ правосудия. Ни одно доказательство, в том числе и заключение эксперта, не имеет какого-то особого преимущества перед другими. Суд не обязан слепо верить эксперту на слово. Он оценивает его вывод вместе со всем остальным, с показаниями свидетелей, с другими уликами, с документами. Заключение — это лишь один из пазлов в большой-большой мозаике дел. И суд это заключение проверяет очень тщательно, буквально разбирает по косточкам. Задает себе ряд строгих вопросов. Во-первых, экспертиза была назначена по закону. Во-вторых, эксперт вообще был достаточно квалифицирован. В-третьих, его выводы относятся к делу. В-четвертых, научная методика, которую он использовал, она вообще надежная. Ну и, наконец, не противоречат ли выводы эксперта всем остальным фактам, которые уже установлены по делу. В конечном счете, что мы видим? Даже самое точное, самое научное исследование, попадая в суд, проходит через призму человеческого фактора и строгих процедур. Это, конечно, заставляет задуматься, а насколько вообще система правосудия защищена от ошибок, даже когда она опирается на, казалось бы, стопроцентные научные данные? Этот вопрос, как мне кажется, всегда будет оставаться открытым.